Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Вяжем вместе со мной. Сегодня летняя косынка. Да, я понимаю, лето практически прошло, но оно у нас жаркое. Пусть это будет в нашей копилочке, в наших запасниках. Свяжем и будем следующим летом носить. Можно связать такую очень простую косыночку простым узором на ребенка. Я уже говорила, можно и куклам навязать. Это тоже очень модный аксессуар. И себе связать. Красиво, модно, просто и быстро. Давайте смотреть. У меня вот такая замечательная пряжа. Это хлопок. Пехорка успешная. 220 метров, 50 грамм. Красивый модный цвет. Крючок у меня номер 2. И мы начинаем с вами вязать модную хлопковую летнюю косыночку, которая вяжется очень просто. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Делаем 2 накида и провязываем в первую петлю столбик с 2 накидами. 1 и 2. Теперь 4. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1, 2. В первую петлю столбик с 1 накидом, с 2 накидами. 2 воздушные. 1, 2. Все столбики в этом вязании будут у нас с 2 накидами. Даже если я, возможно, могу ошибиться словами, имейте в виду, что 2, 4, 2. 1, 2, 3, 4. Имейте в виду, что все столбики с 2 накидами. Я обычно редко вяжу с 2 накидами, могу ошибаться. 1, 2. И заканчиваем наш первый ряд. То есть мы с вами провязали основу для шали, для косыночки. Пропуск 2, 2 и 2. Посередине 4. Мы делаем 6 воздушных петель всегда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всегда. Разворачиваем вязание, накид. И там, где у нас арочка из 4 воздушных петель, мы провязываем столбики 7 штук с 2 накидами. 2, 3, 4, 5. Раппорт узора всего лишь 2 рядочка. Их легко запомнить и, конечно, легко повторить. 7 столбиков неизменно. 1, 2, 3, 4, 7. 2 воздушные петельки. Все время 2 воздушные петельки между всеми нашими узорами. В центре, вот в самом центре, мы провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. И в арочку из 4 воздушных петель вяжем опять 7 столбиков с 2 накидами. 7 столбиков провязали, 2 воздушные петельки. И 1, 2, 3, 4 воздушную петельку провязываем столбик с 2 накидами. Вот такая у нас основа. Идем дальше. Опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. И теперь вот между столбиками и одним столбиком, вот в эту арочку, мы провязываем с вами галочку. Галочка. Это столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. 1, 2. В узоре везде будут либо 2, либо 4. 1, 2 пропускаем столбика. В третий вяжем 1, 2, 3. 3 столбика по центру из 7.
2 воздушные петельки. И вот у нас с вами один столбик. В этот центральный столбик мы провязываем 2 галочки. Это значит столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Воздушные петли, столбик с накидом. Это у нас одна галочка. Между ними 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами. Это у нас центральный узор, вот который в самом начале был. Он будет все время повторяться. Узор, столбик, узор, столбик, узор, столбик. Все время. Раппорт 2 ряда я говорила. 1, 2, 3, 4. Легко запомнить. Вот. 2 воздушные петельки. И пропуская 2 столбика, в центральные 3 вяжем столбики. 3 штуки с 2 накидами. Две воздушные петельки. И в арочку, которая у нас вот она последняя, провязываем галочку. 2 накида. Не забываем делать. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки, 1, 2, и в четвертую, 1, 2, 3, четвертую воздушную петельку столбик с 2 накидами, всегда и всегда. Вот, уже вот такое у нас вязание интересное, симпатичное. Идем дальше. 6 воздушных, 1, 2, 4, 5, 6, разворачиваем вязание и в нашу галочку вяжем 7 столбиков, то есть мы делаем повтор. Вот мы с вами 2 ряда связали, теперь они повторяются. В галочку мы с вами вяжем 7 столбиков с 1 накидом. 7 столбиков провязали, 2 воздушные петельки, 1, 2. Там, где у нас с вами узор основной, 7 столбиков, 3. Теперь в центральный вяжем столбик с 2 накидами. Вот так вот все просто. 2 воздушные, вяжем 7 столбиков. В центре, смотрите, мы повторяем, как в самом начале. 7 столбиков, 2 воздушные петли, здесь будет 1 столбик. 2 воздушные петли, 7, вот как здесь. 7, 2 воздушный столбик, 2 воздушные, 7. Все точно так же повторяем. Вяжем здесь 1 столбик, 2 воздушные, 7. Вот. То есть мы с вами провязываем точно половиночку, как мы начинали вязать. Вот что у нас получилось. Вот такой вот узор. Теперь мы повторяем второй ряд. Мы провязали с вами первый, теперь наша задача повторить второй. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз мы с вами вязали 7 столбиков, значит в следующем ряду у нас будет галочка. Либо галочка, либо 7 столбиков. 1, 2, 3, 4. То есть это легко запомнить. Провязали 7 столбиков, значит в следующем ряду галочка. 1, 2 воздушные петли в центре, 1, 2, 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные. И там, где был у нас 1 столбик, мы вяжем галочку. Вот. То есть, смотрите, у нас ряд будет либо 7 столбиков. 1, 2, 3, 4. И 1 столбик. Сейчас покажу. Один ряд будет 7 столбиков и столбик. Следующий ряд будет 3 столбика и галочка. Все. И они все время друг друга замещают. Первый ряд, второй, первый ряд, второй, первый, второй. Вот. В центре 1 столбик мы всегда меняем на галочка большая, маленькая, большая. Вот она. Потом 1 столбик. То есть вязание настолько простое, что очень легко и быстро вяжется. Вот я связала
такого размера, любого размера, который вам нужно, вяжем. И я хотела показать последний ряд. Как вяжется красиво последний ряд. Связали столько рядочков, сколько вам хочется. Развернули вязание, воздушные петли мы не набираем. Одну только возьмем. И галочку провязываем не 7 столбиков, как обычно, а 9. 9 мы вяжем в самом начале и в самом конце. И по центру. По центру тоже. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 и 9. И в центр из 3 столбиков мы провязываем столбик без накида. Вот. Такие арочки у нас будут. Теперь в следующую галочку вяжем 11 столбиков, 11, 11, 11. И в центре вяжем 9, 3 и 9. И опять 11. Вот такая красивая обвязочка получается. И так как у нас это косынка, давайте мы закончим ряд. 9 столбиков в начале и в конце. И в 4-ю воздушную петельку столбик без накида. Провязали. Так как это косыночка, нам необходимо еще завязки связать. Начинаем воздушные петли вязать, не затягивая, чтобы мы потом могли в них еще провязать. А можно даже, знаете, можно даже взять крючок чуть побольше, чтобы потом было удобно вязать. Набираем 50 воздушных, может быть 60 воздушных петель. И провязываем их полустолбиками в обратном направлении. Набираем 60 воздушных петель, считаем, разворачиваемся. И потом вяжем полустолбиками. Полустолбиками мы свяжем завязочки и свяжем вот эту вот нашу основу нашего полотна, чтобы у нас было все красиво. Набрали воздушные петли, меняем крючок на тот, который вязали двоечка, и поворачиваем в обратную сторону. Сделали накид и во вторую петлю провязываем полустолбик. Все, и поехали. Вяжем до косыночки просто полустолбиками нашу завязочку с одной стороны. Точно так же нужно связать с другой стороны. Вот такая у меня получилась завязочка, тесемочка из полустолбиков, симпатичная. Довязываем последний полустолбик и, не прекращая вязание, полустолбиками обвязываем полотно. 1, 2, 3, 4 и в столбик 5. Вот таким образом все наши арочки 2, 3, 4. Может, даже 5-й столбик не нужен. 1, 2, 3, 4. Здесь нужен, да? Получается 5 столбиков в арочку. Полустолбиков 2, 3, 4. У меня вот так получилось, чтобы не сильно натянуто, не сильно туго. Вот так обвязываем. 4 за арочку и 5-й полустолбик в сам столбик. Вяжем, обвязываем всю нашу косыночку, доходим до конца, набираем опять воздушные петельки и возвращаемся полустолбиками и закрепляемся. Вот такая косыночка у меня получилась. Красиво просто вяжется. Вот такие завязочки, полустолбики у нас с двух сторон мы связали. Модного яркого зеленого цвета, простым узором раппорт 2 рядочка мы с вами разобрали. Такая вот идея, так как лето у нас
выдалось в России жарким. Можно связать на ребенка, на куклу, на себя. Это очень модные аксессуары этим летом. Предлагаю связать. Вяжется просто, быстро, из любых остаточков пряжи. Расход меньше, чем 50 грамм на детскую косынку. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Это очень важно для меня. Пишите в комментариях, понравилась вам идея или нет. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Вяжем вместе со мной. И до новых встреч!